Дорогие друзья, мы продолжаем с вами следить за событиями, развивающимися в реалити-шоу «Shine», где участвует Димаш. По результатам спортивных состязаний лидирует команда Димаша 6C. На очереди следующая тема соревнований – военная. По-видимому, здесь Димашу предстоит покинуть зону комфорта и перебраться из отеля в общежитие к остальным братьям. Почему? Потому что судьи будут также оценивать, насколько быстро каждая команда успеет собраться и добраться до полигона, места проведения военных игр. Но это будет завтра, а пока Димаш, стоя в фойе гостиницы вместе с братьями, решает, в каком номере ему поселиться. Димашу объясняют, что в комплексе есть 1-, 2- и 3-комнатные номера. Но по условиям индивидуальные номера только для капитанов. Как же быть? В результате обсуждений капитан команды ВУ идет навстречу желанию Димаша и, освобождая для него свой номер, переезжает в номер к Элвису. Димаш растроган пониманием братьев по команде. Он говорит, что готов расплакаться от благодарности. Рано утром на следующий день участник Би отправляется будить Димаша. Предыдущий день закончился очень поздно, но Димаш не хочет подводить команду, и вскоре мы видим, как он собирается, и команда 6C в полном составе первыми покидают общежитие. По дороге в автобусе их знакомят с правилами состязаний. Команда-победитель сможет первой выбрать песни для музыкальной части. Каждый из членов команды делится своими мыслями о том, что значит для него понятие мужества. Димаш без переводчика не участвует в обсуждении. Ровно в 10:13 команда прибывает на полигон и буквально сразу же окунается в военную атмосферу. Построение, выполнение команд, рапорт. Димаш выглядит немного потерявшимся в процессе. Даже Би, который стоит рядом с ним, не имеет возможности переводить ему команды. Следом прибывает команда 35, которая опоздала из-за ошибки водителя автобуса. Наконец появляются 2 оставшиеся команды. Они извиняются за то, что заставили ждать других братьев целый час. Наконец все в сборе. Начинается все с разминки в командные отжимания с бревном. Следующее задание – коротко представить себя, назвать свое имя и 2 наиболее значимые черты или 2 случая из жизни, характеризующие человека. Много черт, присущих настоящим мужчинам, было перечислено братьями. Однако стоит отдельно отметить представление Элвиса, из которого мы узнаем, что у него есть опыт службы в армии. Он резервист инженерных войск. Би держится молодцом и выглядит наиболее физически подготовленным. Он без проблем преодолевает стену в 3,5 метра высотой. В борьбе в бассейне команду ВУ выручает Би. Первое место достается команде Пекин, второе – команде 6C, остальные 2 команды поделили 3 и 4 места. Но это еще не все. На очереди вооруженная операция по захвату флага противника. В этот раз команды играют 2 на 2, то есть они выбирают себе союзников, с которыми объединяются для операции. 6C с командой Пекин, 35 с Дики. Но тут вмешивается Элвис и указывает на тот факт, что в этом случае получается 11 участников против 9. Поэтому он предлагает объединиться с командой Дики, где всего 4 человека, и тем самым сбалансировать количество участников в командах. Все соглашаются, что это справедливое решение. Во втором раунде полевых игр принимает участие и Димаш. Если вы переживаете, что для него это сложно, то спешим вас успокоить. В свое время Димаш успешно прошел обучение на занятиях по военной подготовке в колледже. Его преподаватель Александр Геннадьевич Смирнов рассказывает. Огневая подготовка, тактическая подготовка, военная топография, строевая подготовка, сборка автомата Калашникова. Стреляли
Подробнее об этом вы узнаете из интервью, которое выйдет на нашем канале. Обе команды, красная, в которую вошла команда Димаша, и синяя, проходят инструктаж. На полигоне расставлены 5 флагштоков, которые спрятаны в укреплениях. Цель игры – захватить и удержать 3 из них. Если только одна из команд вешает свои вымпелы в 3 укреплениях из 5, у противника включается 15-минутный обратный отсчет. Команда, чей обратный отсчет закончится первым, проигрывает. Команды выбирают командиров, их помощников и 5 полевых игроков. 3 остаются в запасе для замены выбывших участников. Шань Юси вызывается быть капитаном, так как считает себя не особо спортивным, но способным быстро соображать. Помощником к нему идет Лю Е. Добровольцами на поле битвы вызываются Би, Хань Ю, Димаш, Элвис и Ву. Командиром синей команды становится Фрэнсис, а его помощником Ман. На поле выйдут Рой, Кей-Эн-Джи, Ша Баолян, Чен Чушен и Чан Ауе. Дана команда на старт. Пока красные мешкают, команда синих уже выдвигается вперед и успешно овладевает укреплениями номер 1 и 2. Наконец, красные тоже выступают и в свою очередь занимают пост номер 4. Решено, что боец Элвис останется охранять его, в то время как остальные атакуют следующее укрепление номер 5. Здесь их тоже ждет успех, и второй пост 5 поручают охранять бойцу Би. А оставшиеся 3 суперкомандос Димаш, Ву и Хань Ю отправляются на штурм следующей высоты номер 3. Однако в борьбе за нее красные терпят поражение и теряют товарища. Боец Ву подстрелен противником и выбывает из игры. В результате у них включается таймер обратного отсчета. У команды красных есть всего лишь 15 минут, чтобы исправить ситуацию. Успеют ли они? Мы еще не знаем. Синяя команда довольна, но все же допускает роковую ошибку. Они уверены, что красные продолжат попытки захватить себе 3-ю высоту и остаются там противостоять атакам команды красных. И тут Шань Ю и Лю Е, которые наблюдают за ходом сражения из штаба красных, оказываются не лыком шиты и показывают себя настоящими стратегами. Они неожиданно приказывают своим бойцам оставить хорошо защищенную высоту номер 3 и переключиться на слабо укрепленный форпост номер 1. Эту задачу берут на себя Димаш и Хань Ю. Они успешно выполняют задание. Обороняющийся противник уничтожен, и высота переходит от синих к красным. Неожиданно к ним присоединяется Дикий, который вступил в игру вместо выбывшего Ву. Его оставляют охранять новый форпост, который стал 3-м опорным пунктом их команды. Теперь их обратный отсчет остановлен, а счетчик синей команды, наоборот, начинает терять драгоценные секунды. Синие растеряны, ведь они никак не ожидали такого поворота событий. А суперкоманда с Димаш и Хань Ю спешат теперь на подмогу Элвису и Би, которые, как вы помните, все еще охраняют 2 первых трофея. В этот момент наши стратеги в штабе красной команды замечают на мониторах подозрительное передвижение синих и сразу же сообщают всем своим бойцам о приближении противника. Но при этом, видимо, так волнуются, что забывают уточнить, какое именно укрепление в опасности. Все 5 игроков в результате предельно осторожны и ждут нападения в любую секунду. В результате Би принимает Димаша за игрока синих и открывает по нему огонь. Димаш активно обороняется, защищая вымпел своей команды. Они не видят друг друга и отчаянно отстреливаются вслепую. Так продолжается некоторое время, пока ведущая игры не решает подсказать Би по громкой связи. Вообще-то вы можете оказаться из одной команды, и тебе стоит попробовать узнать, кто это стреляет. Би следует ее совету и громко спрашивает: «Эй, кто ты?» И, конечно же, по-китайски. Но ответом ему только автоматная очередь. После второй попытки его осеняет гениальная догадка. Hey, Dimash! Oh. I'm B! Come on, man! К счастью, это недоразумение обходится без жертв, и вот уже они оба спешат на помощь Элвису.
So drama guy. Ведь его атакуют двое из команды синих. Получив помощь в решающий момент от соратников, Элвис снова остается здесь один. А боевой тандем Димаш и Би теперь уже спешат на помощь Дики. Но тут время поединка истекает, и синяя команда проигрывает. Yeah. Good. Good job. Congratulations. Потери составляют 2 у красных и 4 у синих. Красная команда празднует победу. Крепкие нервы и точный расчет привели их к победе. Дорогие друзья, впереди вас ждут новые обзоры шоу «Шайн» с участием Димаша. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить и поддержать нас в продвижении интересных материалов. Сегодня с вами была Наташа. Всего доброго, до новых встреч!